Всем привет, игрок, канал StidIsram, игрушка Crimes and Punishment Шерлок Холмс. Займемся олдскулом. Это, наверное, самый олдскульный олдскул. Хотя не совсем. Но просто есть такая студия, которая называется Фрогварис, лягушки. И они делают игры про Шерлока Холмса. Вот у них прям такая специализация игры про Шерлока Холмса. Хотя последние игрушки, которые делали они две, они были не совсем про Шерлока Холмса. Потому что у них была мечта сделать что-то по Лавкрафту, то у них были две попытки, и обе попытки им заруинили мерзкие издатели. Потому что первоначально они делали Ктулху, такая игрушка Ктулху, там какого-то 19 или 18 года, или 20-го. Там, где мужик с фонарем ходил, я там делал по ней небольшой стримчик по самому началу. И вот они ее делали, начало делали они, а потом их послали оттуда пинками, сказали, идите отсюда подальше. Ну и кто-то ее другой доделал, в итоге... Мне, кстати, начало понравилось в Ктулху, она такая была довольно атмосферная, а потом он просто линейный, такой какое-то довольно унылое приключение было. Потом они делали Sinking City. Это то, что последний, там у них был издатель, какие-то французы из Накона, которые их очень жестко кинули с деньгами. Потом у них всякие проблемы были. И сейчас они вроде вернулись к Шерлоку Холмсу. Получается, Лавкрафт у них неудачно. Но с другой стороны, Sinking City местами был интересный. Местами он оказался очень нудным в плане вот этого нудного перемещения по городу. В свою же очередь, этот Crimes and Punishment Шерлок Холмс, это, наверное, самая лучшая игра этой студии, ну, относительно вообще. Потому что с точки зрения времени она, наверное, устарела, потому что она все-таки старая была, но вот в тот момент, когда она вышла, и даже сейчас, когда сравнивают и какая игра от Frogwares самая лучшая, или какая лучшая самая игра по Шерлоку Холмсу, это вот все вспоминают Crimes and Punishment. И в комментах пишут ко всему, что только можно, делайте лучше Crimes and Punishment. Они сейчас делают тоже про Шерлока Холмса, там он в молодости якобы стоить будет уже очень дорого, не знаю, насколько забаговано, но кто знает, может быть хорошая, но, я не знаю, за такие деньги, которые они хотят, я как бы не особо хочу ее покупать. Потому что у них были такие небольшие, маленькие, такие довольно простенькие квесты с интересными сюжетами, с интересными головоломками, с интересным геймплеем, самое главное. Потому что большинство элементов геймплея у них не повторялось. У них вот конкретно в этой игре 6 дел, и в основном там всякие лабораторные исследования, какие-нибудь там мини-игры, прочие такие вещи, они не повторяются, они довольно интересно сделаны. И вот с точки зрения геймплея, вот как, вот не знаю, играли ли вы в Супер Марио какой-нибудь? Там какой-то Супер Марио есть. Ну, относительно старый, он сначала был на Wii U, потом его на Switch сделали ремейк, там какой-то Супер Марио какой-то там, где можешь с тремя играть. Там ты играешь каждый уровень, и он, казалось бы, их там много уровней, но они каждый уровень по-своему, у него своя особая фишка есть, он по-своему играется. Так и здесь дела в Шерлоке Холмсе, они играются как-то по-своему. И они вот не надоедают, потому что некоторые игрушки у них там вот какой-нибудь Last from Beyond, я вот попробовал, я просто, не знаю, блевался очень долго, и в итоге так не осилил ее там. Я дальше я даже до этого просто поиграл там что-то до 4 главы первой, которые проходят там буквально за час, я их мучил несколько дней, пытался заставить себя в это поиграть, то в итоге все нахрен снес, потому что это ужас. Мучильня такая. Здесь же у нас все будет довольно бодренько, я надеюсь, хорошо. Ее, кстати, раздавали в Epic Store на халяву, вот эта Epic Store версия. А еще там на торрентах она была, в Steam она со скидкой очень большим продавалась. Ну, старая игра все-таки. Давайте дела посмотрим. Дел у нас 6 штук. Вот мне вот про поезд не очень нравится, а остальные довольно неплохие. И еще мне вот этот... Вообще не нормально. Все-таки даже про поезд классный. Посмотрим последнее дело. С сюжетом оно у нас. Якобы. Да, мы хотим дело повторить. Прогулка в лунном свете. Мы здесь ищем улики, а потом создаем цепочки расследований. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited.
It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, 'cause I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Так, у нас дело. Мы же находимся на Бейкер-стрит, нам нужно перемещаться туда. Вон есть Скотланд-Ярд, где наши дела есть. Так, дело посмотрим, задание. Раскройте преступление на Half Moon Street, осмотрите место преступления, поговорите с свидетелями, допросите Лейтона и осмотрите вещи в Скотланд-Ярде. Юный Виггинс из личной полиции Холмса просит помощи в семейном деле. Старшего брата Лейтона арестовала полиция по обвинению в двойном убийстве. Так, какая у нас заделка? Карта мы видели. Это улики. Это документы. Это диалоги. Их можно перечитать. Это очень удобно. Во многих играх этого не хватает. Как раз особенно таких детективных, где, может быть, улики поискать. Но здесь, я думаю, таких проблем не будет. Так, это у нас что было раньше. Дела, это всякие ачивки с предыдущих дел. Это письма, которые нам по результатам дел давали. И вот это последнее дело. Здесь 3 основных действующих лица, но пока что их нет. Так вот, действующие лица из предыдущих дел, они там добавляются по мере прохождения. Мы еще никого не увидели. Это наша квартира Шерлока Холмса. Это наш Ватсон. Holmes, poor little Wiggins needs our help. А вот здесь у нас особая любовь Шерлока Холмса. Он любит подглядывать в телескоп за жгучей брюнеткой с большой грудью. Давайте посмотрим на нее. Смотрите, какая. Ух, какой Шерлок Холмс. Шалунишка. Вот так вот. Это у нас собака. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Он шутит. Шутит с собакой, еще чуть Hello, может Toby. говорить. All you need now Он is a повторяется. shawl and a mop cap, and you could Тут у be нас Mrs. Hudson's лабораторный younger стол. sister. Здесь мы всякие My опыты проводим. analysis table. It is useful for my work. Это у него тут письма от прошлого дела. Мы их смотреть, конечно же, не будем. Газеты всякие он здесь заметки ищет. Мы посмотрим потом. Это чья, интересная комната? Это, наверное, Холмс. Здесь он переодевается в шкафу, видите, гримируется. Ну, всего пару раз за всю игру приходилось этим заняться. У нас тут какие-то картины. В общем, местами сделали так красивенько. Так, давайте сюда зайдем. У нас комната доктора Ватсона. Смотрите, Ватсон здесь бреется. У него тазик. Ой, кинжал. Это, кстати, с нашего одного из прошлых дел. Получается, вещи из наших прошлых дел, они, видите, остаются. Так, и мы уходим. Мы идем на Half Moon Street.
Смотрите, вот здесь у нас есть быстрое перемещение. То есть они едут в тележке. В это время локация подгружается. А в каких-нибудь предыдущих, ну, в смысле, в следующих играх, они сделали такое долгое брожение, потому что там Синкин Сити, где надо долго пешком бежать. По-моему, не очень хорошо. Так, мы сюда пришли, вот на этой тележке мы приехали. Можно отсюда уехать, а можно не уезжать. И теперь походить здесь по месту преступления. Так, это я ухожу с локации. То есть там уже невидимая стена, я ухожу. Нам надо, наверное, вот сюда. Что у нас тут есть? Смотрите, Шерлок Холмс с лампы ходит. А вот и наши клиенты. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. И спросим про жертв. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Так, у нас есть свидетели. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Так, выстрелы. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Так, выстрелов не слышали, потому что были фейерверки. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Так вот, важное показание. Он сказал, что Your statements have been of great окно value to me. свидетеля было выключено, и там было темно. Давайте посмотрим, у нас есть какие-нибудь его показания. В общем, диалог, наверное, констебля остался. Так, давайте посмотрим. Жертвы. Можно так посмотреть, обсмотреть их. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Интересно, у них там что-то татуировки ставят преступники в тюрьме. Это что такое? The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Так. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant.
Хотя, в принципе, в живот-то ранение не должен умереть. Просто его должны вылечить. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Так, все, мы смотрели этого. Теперь вот это. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Но смотрите, здесь еще есть вот ключ. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. На особый режим есть особого зрения. Шерлок Холмс, видите, букву Т нажать. И он будет смотреть так. Плиты, застрявший предмет. Деревяшка. И теперь можем посмотреть на нее. Какую деревяшку нашел. This shard of wood is quite new. Взял деревяшку. Так, у нас есть улика. Это ключ. Деревяшка. Так, мы с ним не можем поговорить больше. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Так, у нас есть два свидетеля. Evidence. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Он намекает, что надо идти поговорить с братом. Так, это один из свидетелей. Райан Тернер. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Так, давайте его сначала смотрим. Особенность есть в Шерлок Холмс, что можно осматривать людей. Так, что у нас есть? Вот так, лупой смотрим. Так, у нас медаль. Крымская война, ветеран войны. Смотрите. Желто-синий. Мы же в Англии находимся. Почему он такой? Ладно. Так, пуговица. Что еще у нас? Так, вот рубашка. Нужна поддержка, больная нога, хромота. Так. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Так, он сказал, что он побежал к окну, но у него проблемы с ногами. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Так, никого Were он the больше 2 не shots you видел. heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Так, они почти одновременно, значит, выстрелы были. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Сказал, что он стоял у окна, пока не пришел полицейский. Но это неправда. У нас противоречие, по идее. I'm so glad that the murderer has been caught. Ну, что у нас есть? У нас есть... У нас детективная улика есть, что у нас, мы можем сказать, у нас
показания Тернера, да, настаивает, что стоял у окна. И темное окно у полицейского. У нас мистер Тернер противоречит показанию полицейского. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Так, мы говорим, что у меня противоречие есть. Давайте выберем. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Но смотрите, специально показали, как он идет. Так что у нас есть обыскать его квартиру. Ну, будем обыскивать. Кухонный стол. This kitchen knife is quite sharp. Так, это нож был. Так, а что здесь можно посмотреть? Смотрите, что-то. Кухонный стол, отбросы, изрезанная бумага. There are pieces of shredded paper scattered over the table. Куски мелко нарезанной бумаги. И нож, которым резали бумагу. Может быть, это следы от бумаги? Интересно. Окно. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. У нас тут, смотрите, два трупа есть. Brian Vercotti's contorted corpse. The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Что видел трупы и Лейтона. Да. Эти газетки. Камин. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Так, пламя зажигали час назад. Так, нам можно что-то посмотреть. Огонь. Зола. Сжёная бумага. Страницы. I am unable to see what's written here. Что какие-то страницы сжигал. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Так, он сжигал что-то. Книжные полки. О, смотрите, трость. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Вот так, поворот. То есть он был около жертв. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Что-то в книжках пытался найти. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Так, смотрите, можем сейчас смоделировать, что произошло. Давайте его еще, может быть, спросим. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Нельзя. Ну ладно. Особенность этой игрушки, что можно моделировать. Значит, правильную последовательность. Что у нас произошло? Что он встал с кровати. Потом, значит, бросил в камин вариант. Поставил трость. Разрезал бумагу.
Значит, он потом открыл окно. Потом он подошел к трупу. Потом он поставил трость, что-то забрал, да? Разрезал бумагу и бросил в камин. Давайте смотреть серию. Вот это они зря, может быть, сделали, потому что слишком так долго будет отходить. Что он идет? А можно быстро перемотать. Так. Он смотрит в окно. Идет медленно вниз, но это прям, мягко говоря, довольно долго. Он сломал ногу, вернее, не ногу, эту трость. Нога у него давно уже сломана. Потом идет сломанный трость наверх. Значит, кладет трость, берет книжку. Что-то там режет ножом. Бросает в огонь. Все. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Так, он что-то спрятал в книге. Давайте посмотрим книгу. Особое зрение Шерлока Холмса. Книги. Жирные отпечатки. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Наверное, везде там эти жирные отпечатки. Well Так. now, what a find. A precious jewel concealed inside a book. Что это такое? A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Вот такой вот Шерлок Холмс. Стащил что-то у старика. У нас улика есть. Спросить. Можем Тернера спросить. Что он еще есть? Больная нога спросить. Так, что у нас есть еще есть? Просить Тернера. Только сейчас можно его просить, а до этого он ничего не говорил. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Так, нет. Что-то не так. У него хромота есть, да? I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Так, это мы узнали. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Так, а у нас теперь старинный браслет. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. Казните But его. Mr. Holmes, This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But
you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Вот так вот Шерлок Холмс забрал браслет. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Так, ну здесь мы сделали, знаешь, что-то о браслете. Я думаю, с мистером Тернером мы закончили. Теперь еще один свидетель, хотя, может быть, спросить у этого полицейского. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Так. Мы потом бежали сюда. Или преступник бежал сюда. Вот еще тетка-свидетель. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Вот так, значит, выбежал наш герой с пистолетом, она закричала, прибежали полицейские. Что это такое? Зеркало. This mirror is turned towards Half Moon Street. Вот смотрите, видите, в зеркале отражение есть, да? Шерлок Холмс ходит без всякого рейтрейсинга. Это какой год был? Вот видите, он в зеркале ходит, с фонариком там отражается. Без всяких ваших рейтрейсингов и прочей гадости. То есть все нормально можно делать, без всяких извращений. А вот в этих он не отражается, да? Ну-ка. А вот здесь Шерлок Холмс уже не отражается. Смотрите, эти бочки отражаются. Что за бочки? Почему? Вот, горшочница там должна быть, смотрите. Столы, да, горшочки. Но вот эта вот вагонетка не отражается. Все-таки это уже зависит от разработчика. Видите, если разработчики правильно настроили изображение, то все отображается. А если нет, то не отображается. Ладно. Говорить нельзя. It would be my pleasure to assist you with your I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ну все, здесь, похоже, нельзя. Что ж, поехали отсюда. Поговорим с нашим убийцей. Он у нас в Скотланд-Ярде. Можем подедуктивно поанализировать улики, но у нас особо ничего нет. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings.
Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Так, вот его арестовали. Так, это у нас профессор Лестрад тут I'm стоит. always wondering what's Тут on your mind, профессор у нас, Holmes. инспектор Лестрад, типа глава полиции местной. Его кабинетик, смотрите, как красивенько все сделано. Там у нас морг. Ну, здесь ловить, наверное, нечего. Потому что трупов нет. Тут улики. Что у нас тут есть? These cigarettes are Cigarette. filled with cheap tobacco. Nothing interesting. A cheap watch, Часы. bought with his own money, no doubt. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Так, And it seems as барабан. though the shells were not removed from the cylinder. Так, смотри, 2 патронов не хватает. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Так, у нас есть возможность подумать. Так, револьвер. 2 убитых. Вариант, значит, они жертвы убийства совершено одним человеком. Что еще можем посмотреть? Так, 2 убитых. Револьвер. Разные выстрелы. Нет, не подходит. Так, разные выстрелы. И револьвер. Смотрите, у нас выборы есть. Тернеры выстрелы показались разными, потому что их было 3. Сначала прозвучало одиночно, затем 2 одновременно. Значит, выстрелы показались разными, потому что их сделали из разных частей Холмсу. Можно и так. Так, в общем, у нас к уликам разным будет вести. Так, что еще у нас есть? Ничего не украл. Здесь ничего нет. Так, еще один вариант. Показания свидетельствуют. Орудие убийства указывает, что виновник Лейтон Чапман. Да. Что еще? Значит, Б. Что это не так? Противоречие есть. Странно. Он показывает значок, вот есть, что есть новые улики. Поставить нельзя так. Ладно, мы идем поговорить. Please escort this suspect for interrogation. Для допроса. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Так, давайте посмотрим. Посмотрим на него. У него шрам есть. Вот у него фингалыба, да? Шарфик. Смотрите, ну такая же татуировка, как у того преступника. Good. Tell me your account of what happened. I left my work, and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was.
I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. Так, он забрал пистолет того, у кого была дырка в башке. Interesting. Pray, continue. I turned a corner. Это I он saw так a man говорит. standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark. And he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Так, почему последовал за ним? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Так, у нас возможность его поймать на вранье. Но у нас там, скорее всего, дикий Вестгейт, потому что у него татуировка такая же, как у того убитого была. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Так, мы с ним поговорили. У меня появились новые мысли у Шерлока Холмса. Значит... Нет. Так, что за вариант у нас?
Жестокое убийство совершил Лейтоном Чампманом по мотивам личной вражды. Да. Что еще у нас есть? Человек, описанный Лейтоном Чапманом, плод воображения. И у нас, смотрите, уже получается возможность решения, что он обвиняется в двойном убийстве. Вражда его между Чапманом и Брайаном Веркотти служил мотивом преступления. Можно его оправдать или осудить. То есть это у нас уже сразу вариант. Он заслуживает на пожизненное отправить. То есть нам игра дает возможность уже сразу все сделать. Может быть, выстрелов было 3. Тогда это противоречит этим показаниям. Что можем делать? Нам же надо его... Теоретически можем его посадить уже. Или надолго, или не на очень долго. Но у нас есть улики не раскрытые. Где наши улики? Вот они улики, вот это вот. Что это за амулет? Мы его, по идее, могли не найти. Сразу пойти и решить с ним дело. Так, это у нас старик. Можно при нем посмотреть. В Крымской войне раненый был. Так, это наш Лейтон Чапман. Какой у нас год? Не написано, какой год. Какие-нибудь газеты там или еще что-нибудь. Так. Узнайте о браслете. Ладно, можем идти на Бейкер-стрит. Быстрое перемещение. Это немножко вот саму идею рушит, то есть перемещение туда-сюда, саму идею методики расследования Шерлока Холмса. Потому что ему не надо было смотреть всякие вырезки газетные. Все это, по идее, должен знать. Так, искать браслет. Так, мы делаем браслет. Газетная энциклопедия, так, искусство и архитектура. Головами овнов. Так, смотрите, сразу. Искусство в Британском музее. Прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровищ эллинизма. 5 голов овнов изображены на браслете, ожерелье и кольце, каждое выполнено из чистого золота. 5 овнов метилена были похищены из музея в 1885 году. 85 год. Вот надо узнать, что там. I need to continue my research in my archives. Так, прочитать статью о древности. Так. Сокровища были похищены из музея. Значит, мы берем, ищем в газетах за 85 год. Так, грабеж. Уверен, не то. Вот, сокровище эллинизма украдено. Вероломная кража. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея на выставку были похищены сокровища. Владелец ломбарда Кеннет Батлер связался с полицией и рассказал джентльмене, пытавшимся продать ему коллекцию старинных вещей, принесенных в ломбард на Чорч-стрит. Смотрите, ломбард на Чорч-стрит. Зовут его Кеннет Батлер. Это случай не тот, которого пристрелили, да? Полиция вскоре задержала подходящего к описанию мужчину, и оказался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как раз принявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его познал выживший водитель кэба, в котором перевозили сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщить, где он спрятал украденные драгоценности. Ему назначили тюремный срок, украденные сокровища до сих пор не обнаружили. То есть он их украл, где-то спрятал, его посадили. Так, One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Так, смотрите, с ломбард появился метка. У нас ключ, наверное, как раз этого ломбарда будет. У нас документы есть про эти сокровища.
Но я подозреваю, что надо как раз идти в этот ломбард. И мы идем в ломбард. Вот, смотрите, мы сюда приехали. Там доктор Ватсон стоит за дверью. Ну и пусть стоит. Что это такое? Что, смотрите, они вот эту локацию сделали, а могли бы не делать. Молодцы они все-таки. Разработчики местами так для атмосферы сделали. Посмотрите, какой-то сидит бомжик. Дверь. А это выход отсюда. Так, значит, здесь что такое? Батлер's Pawn Shop. Давайте-ка отопрем. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Так, у нас полки. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Интересно, к чему бы это? К чему бы это объект интереса? Crampon. Нам пока это не надо. Полки. Ракетница. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Но это не пистолет, это ракетница. Вообще, чего я здесь ищу? Прилавок. Так, очки, там какие-то книжки. Ящик. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Бухгалтерская книга. Что такое? Ящик. Ух ты! Что это? This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Здесь письмо еще есть. Так, привет, Кенни. Помните, как сказал мне о 3 украшениях золотые с головами овнов из Древней Греции? Они еще у тебя. У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшой стань. То есть, на самом деле, вот, получается, что сообщил этот Кеннет Батлер в полицию, что ему кто-то принес. На самом деле, у него они и были. То есть, он один из похитителей был. Я могу устроить встречу с этим денежным мешком Брайан Веркотти. То есть вот это как раз один из убитых его позвал. Буду ждать тебя на углу большой аллеи в Халфмун-стрит. Вот так вот. Так, у нас есть ожерелье. Так, интересно. Так, давайте пропавшие предметы искусства, драгоценности, наказания. Нет. У нас вариант появился. Мотив грабеж. Обретение исчезнувших сокровищ могло стать мотивом убийства, совершенного на Халфмун-стрит. Мистер Тернер забрал браслет сразу после преступления. Кольцо до сих пор не найдено. Да. Еще что у нас есть? Собственно, и все. Может быть, спросить? Или дальше поискать. Что здесь есть? Прилавок вроде бы обыскан. Так, полк у нас тут есть. Вот здесь у нас ракетницы есть. А здесь есть крюки. И что мы можем сделать? Смотрите, тела, представьте, как это было. Мне говорят. Возможно, они выстрелили друг в друга. Да. Пойдем представлять. Мы возвращаемся на место убийства.
What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Какие злые менты. Надо их побить дубинками. Так, смотрите, у нас есть возможность теперь представить, как все это было. Кто-то из жертв, вероятно, выстрелил дважды. Кто это мог быть? Давайте выберем стрелка. Ты! А почему он туда стрельнул? Почему сюда? Так, это в голову. А почему сюда? Почему Шерлок Холмс решил, что он стрельнул именно сюда? I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Так, нужно найти что-то, чтобы лампу прицепить. О, смотрите. Багор. This should be useful. Так. Ну-ка. На автоматом, надеюсь, он сделает. Смотрите, поднять фонарь. Что мы смотрим? Ну, мы ничего не видим. Здесь нет ничего. Но у нас пистолет, минус 2 патрона были вот у этого. Так что ему выстрелили в голову, и наш подозреваемый нашел пистолет у него в кармане. Уйди. Дайте. Это 2 выстрела сделал. Вот только вопрос, почему он так стрелял? Странно, почему он такой разброс большой. Почему Шерлок Холмс говорит, что он выстрелил именно туда? Выстрелил дважды. Вот смотрите. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Почему он решил, что именно туда попал? There was a third shot fired in this street. Так, вот мы что-то узнали. То здесь у нас на самом деле было 3 выстрела. Так. 3-й выстрел. 2 убитых. У нас выбор есть. Погибли при перекрестной стрельбы. У обоих были пистолеты, один из них исчез. Может быть, его убил кто-то один. Но мы знаем, что у нас 3 выстрела. Это, наверное, вот так было, да? Здесь у нас тоже 3 выстрела. Так, еще мысли есть. Так, пропавшие предметы искусства. 3-й выстрел. Нет. 3-й выстрел. Показания Лейтона. Так, заявление Лейтона Чампмана об одетом в пиджаке человека, сбежавшего с места преступления, выглядит правдоподобно. То есть 3 выстрела было. 3 выстрела доказывают наличие 2-го пистолета, не обнаруженного до сих пор. Вот эта вот вещь у нас появляется. То есть это наша ключевая улика. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Так, мы, смотрите, играем сейчас за полицейского. Он будет искать Шерлока Холмса. О, вот он где. I can see you very well, Mr. Holmes. Ну, не спрятался. Let's try again. I'll find another place to hide. Чтобы в других местах прятаться. О, вот он где. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Так, еще давайте поищем его.
Где он не спрятался? У нас констебль шел внимательно, как он говорит. О, вот он где. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Никто не мог спрятаться от лампы. Так, у нас что еще? Все углы на виду. Показания Лейтона. Так, вверх по стене. Если мы примем, что на Халф-Мун-стрит в момент убийства был еще человек, то он мог ударять только вверх по стене. Смоделируем его действие, устроим похожую вспышку и вскарабкаемся по стене. Так, найти, вот смотрите, найти ракетницу — это близкое снаряжение. То есть заранее их взять нельзя было, да? Мы возвращаемся в ломбард. В итоге такой вот туда-сюда ходить надо. И вот в чем была проблема Синкин-Сити, там тоже такие моменты есть, что надо туда-сюда бегать. Только приходится именно вот реально там минут 10 по этому городу туда-сюда бежать, при этом еще отстреливаться от монстров. Здесь ломбард. Здесь у нас быстро загружается, да, и мы почти уже сразу берем, что надо. А там нам надо туда-сюда бегать. Я надеюсь, в следующей игре такого не будет, что надо будет там, ну, такого именно растягивания геймплея. Вот в этом Шерлоке Холмс такого растягивания геймплея, ну, почти не было. Значит, будет залезать. Играть в этот тамбовского райдера. Вот, видите, кирку взял. Правда, хотя Лариска была без кошек. Она своими ногами забиралась. Просто с секирой, с киркой, ледорубом. Так. Что мы делаем? Мы делаем моделирование. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Какой хитрый, говорит, если не попался, то это не кража. Я подозреваю, что из него вырастет такой, возможно, какой-нибудь крысеныш, который, возможно, станет президентом какой-то страны с такими замашками. Ладно, давайте говорить. Детектив. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Так, у нас моделирование. Смотрите, он бежит. И варианты. Карабкаться по стене. Стене и стене. Давайте посмотрим. The streetlights fall directly Так, on this свет wall. фонарей сюда Not падает, an здесь ideal темно. spot to escape the crime scene. It is also В смысле, directly светло. in front of Polly Powell. The moon illuminates this wall. Так, Anyone луна trying to здесь. climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Значит, вариант остался вот этот. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it.
Надо быстро нажимать. Быстро нажимаем. I can barely see anything. Правильно нажимаю. Видите, здесь можно пробел нажать, чтобы быстро пропустить. Are you there? Но я постараюсь сделать. Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Какой хитрый Шерлок Холмс. Такое здание, да? Вон там. Ты горшочница. Так, это у нас что, крыша? Так, смотрите, окно разбито. It's empty. Пиджак. Потрепанная ткань. Там кто-то разбил этим пиджаком. A Может быть? cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Толстые какие-то нити есть. Так, здесь... А, вот разбитое Someone окно. broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Ну, скорее всего, он просто его как-нибудь как защитный пиджак использовал, чтобы не порезаться. Так, и у нас варианты появились. Так, пропавшие предметы, забраться по стене. Давайте посмотрим. Показания Лейтона сходятся. Посмотрите, об одетом в пиджак человеке подтверждено фактом. Да? Мотив. Так. Но это никак не вяжется. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть улика, это какие-то волосы. Видите, здесь значок, что нам требуется анализ. Больше у нас ничего нет. Поехали анализировать. Хотя все-таки вот это, опять-таки, вот этот момент немножко с методикой Шерлока Холмса расходится. Он же должен типа быть гениальным сыщиком, он не должен так все анализировать. Так что немножко атмосфера рушится. Но все равно игрушка хуже не становится. Так, давайте смотрите. Черная нить. Что это за нити? Мы должны фокусировать. It is not a thread, but a hair. Это не I нить, very это much doubt волос. that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Так, давайте смотреть. Значит, это волос мистера Human hair Ватсона. is significantly thinner than the black sample. This is a most unusual hair. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Большое экзотическое животное.
Волос. Так, что у нас появилось? Так. Забрался по стене и волос экзотического животного. Что-то вариант 40-й акробат. Ну, возможно. Смотрите, что такое у нас появилась, какая... Все улики собираются промежуточно. Человек, замеченный только Лейтманом Чапманом, сбежал с места преступления, вскарабкавшись по стене. Он умелый акробат. У него был пистолет от одной из жертв. Фокус с исчезновением. Улика. Так. А где наш Виггинс? Надо Виггинса попросить найти цирк. Вот туда-сюда это бегание. Печально, конечно. Но хотя бы оно довольно быстро прогружается, в отличие от других игр серии. Но его вот желательно вообще убрать, чтобы такого не было. Потому что это как бы нас вынуждают так бегать. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Какая вот дурацкая мода была вот эти усы делать. Я вообще не понимаю идею с этими усами. Вот Шерлок Холмс, ну хотя бы побритый. Но вот я понимаю идею бороды, потому что тебе просто в лом стричься или бриться. Но усы... Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Нужно большое животное. Так, мы сейчас грузимся автоматом, куда он нас привезет. Следующим утром очень рано. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Так, смотрите, у нас все остальные пропали маркеры. Идем в цирк братьев Дюваль. Мы, кстати, можем пока грузиться, посмотреть расследование. Так, улики, афиша цирка. Ну, здесь, в общем, нам надо просто идти в цирк. Hey, you! Эй, ты, а ну стой давай! Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. В общем, местный гопник нас прогоняет. Надо замаскироваться под взломщика. Придется для визита в цирк. В общем, здесь нельзя пройти. У нас новая методика, нам надо замаскироваться. Смотрите, какой задумчивый Шерлок Холмс. Он думает, как же должен быть одет взломщик. Давайте переодеваться.
Так, а вообще как нам переодеваться? Какие-то подсказки есть? Так, смотрите, усы на лице, потрепанный сюртук и шляп. Так, что у нас есть? Повседневный, черный, коричневый, зеленый. Нет, по-моему, вот это потрепанный, серый. Посмотрите, сколько костюмов наделали. О, бандит. Я думаю, бандит подойдет. Переоделись в бандита. Так, нам нужны усы, шляпа. Так, что у нас есть? Вот такие возможности кастомизации. Всего же там пару раз в игру придется этим воспользоваться. Ну, такая шляпа вряд ли. Хотя почему нет? Хотя это цилиндр. И такая гопническая должна быть шляпа. Вот такая подойдет кепка. Может, такая даже. Так, усы нужны. Усы. Ну, какие еще есть усы? О, и усы прикольно, давайте эти ставим. Такие усы. Хотя могу дать другие варианты. О, какая борода. Вот, смотрите, усы с бородой. Должна быть статистика быть, какие усы выбрали. Это там четверка вроде бы. Вот эти усы. Подойдет? Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. И у него усы. Особые. Хотя, чем там он особо замаскировался? Наверное, Ватсон просто особо одаренный. Не, ну с такими усами прям на мошенника похож. What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Идем в шатер. Смотри, как он бежит забавно. Оп-оп-оп. Так, никакие улик не найдем мы. Смотрим, что у нас есть. Так, 3. Там еще 5. Так, кружки считаю. Там еще одна кружка. Да, народ довольно много. Ладно, посмотрим, что. Смотрите, плакат с этим слоном. Everything is here, just as you asked. Now what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Так, они куда-то убежали. Какие-то бочки здесь. Я могу уходить. Ух ты, штанга. Смотрите, какие прикольные штанги раньше были. С круглыми такими штуками на концах. Это что такое? From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. Восстаньте, братья! That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people.
There are enough posters to paste across half of London's walls. Да. Смотрите, что печатный This станок printing есть. press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. То есть они тут листовки печатают. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. This wooden... Так, почему я не могу? There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Краска. Так, давайте осматривать. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Значит, много бочек с порохом. Что здесь The может быть? barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Так, нам говорят, замок сломать. Дайте его осмотрим. Сережка у нас есть. Это нос. Что у нас тут есть? Это ключ есть. А почему сложно? Рука раненая. О, пистолет. Такая прям головорез. Почему головорез? Так. О, смотри-ка. Кольцо с баранами. Ну вот это он. Видите его? Вот он и попался. Правда, Шерлоку надо выжить. Что такое? Обмотанные пальцы. Акробат. Вот он. Наш убийца. Можем сопоставить факты. Кольцо. Револьвер. Ну-ка. Ну, это он типа и есть, да? Так, и нам надо сейчас взломать замок. И здесь у нас очередная головоломка. Так как мы это делаем? Мы меняем цилиндр, да, и крутим. Это крутить все, посмотрим. Так, тут полоска. Мы просто соотносили были полоску с полоской. Так, да. Так. Так. А вот это можем, смотрите, можем двигать. Как двигать? А, вот так двигать. Так. Что у нас с другой стороны? Эта полоска у нас не совпала. О, все сделали, хорошо. Довольно простенький. Замок мы открыли. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Так, что у нас есть?
Кстати, пойманный вор. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal, and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day, and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Он говорит, в особняке. А у меня тут квест. Найдите и смотрите сейф в особняке. Плакат. Это наш Чарльз Фолли. Умелый акробат. Да уж. Ну как-то палевно. Такое редкое драгоценное кольцо таскать с собой. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Как-то они странно. Они сказали взломщику, где находится сокровище, да? А он теоретически же взломщик, он может все взломать сейчас. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. И все забрать себе. Так, я же должен взломок еще раз взломать. Ну ладно. Так, я сейчас не вижу. Сейчас не вижу полоску, куда ее присоединить, поэтому с другой стороны может быть. Ладно, тоже не вижу ничего. Так, тогда здесь идем. Так, здесь 2 полоски. О, может еще так двигать. Так. Нет, здесь 2 полоски. А здесь 1. Ну ладно. Соединим так. Так ее можно туда-сюда двигать. Что мы подвинем. Так, это можно двигать? А, вот, смотрите, он разделяется на 2. Вот, теперь можно вот это вот соединить. Так. Теперь посмотрим, как она идет. Вот это теперь надо подвинуть. Ну-ка. Так, совпало. Ну-ка. Здесь что-то не то. Так, вот у нас 2 полоски. Он должен вот так быть, наверное. А не, вот тут двигается еще. Это вот тогда. Не получается, да? У нас по-любому, значит, погодите. Эта штука должна идти. Вот с этим вот. Да? Может быть, вот это как-то по-другому.
посмотрим вот это. Может быть, вот так тогда. Вот так получилось. Но этот замок сложнее, чем предыдущий был. Так, еще один взлом будет сейф взломать. Без кувалда. This cupboard is an absolute mess. В шкафу беспорядок. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Надо сдвинуть. И у нас есть сейф. Давайте взломать. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Чего они монтировку не могли взломать? These are the marks of Царапина. ineffectual lock-picking attempts. Неудачные попытки взлома. Ну, в общем, его пытались взломом, но не получилось у них. Так, это еще сложнее замок, да, будет у нас? Давайте смотреть. Так. У нас здесь одна полоска, мы внешне смотрим, как две. Давайте смотреть две. Здесь у нас две теперь. Линия. У нас только одна здесь линия. Так, подождите-ка. Вот предыдущее я не могу двигать? Нет. Значит, здесь у нас должна быть какая-то вот эта. Она двигаться как-нибудь должна. Это, а что двигается у них? Он никак не двигается. Странно, ну ладно. А вот смотрите, здесь полоска, она вот так вот идет. Так, вроде нормально. Потом идет сюда полоска, потом здесь возвращается. Вот единственное, что меня смущает, это внешне. То есть не ясно, как прикручено. Потом здесь идет внутреннее. Потом вот это вот. Так собирается. О. А то, что там две внешние, это как-то вообще ни на что не влияло, да? What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Будем у воров ловушку брать, потому что второй замок открывается особым ключом. In the event that they are caught off guard by the police from the front door. Он хочет посмотреть на пути отступления воров. Какие у нас возможны пути отступления воров? Вот окно, хотя не заколочено, по идее. Кувалда. Так, здесь закрыта вот дверь. This door is a perfect means of escape in an emergency. А что тут дверью бегут? Так, это у нас что такое? Плита. A solid rope. Веревка. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Так, что можем сделать? Ладно. Вот этот стул. This chair is... This should be... Нам пригодится этот стул. Ну-ка. Смотрите, подопрем. The door is now blocked. Дверь заблокирована. Так, это что такое? Это люк. Люк на поду. The
The Окно. ground floor window is a perfect way to escape the police. Да. Шкаф его можно сдвинуть, наверное. This works very well. No one will escape through this window now. Хитрецы. Смотрите, люк. Теперь он может с люком взаимодействовать. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Какой шутник Шерлок Холмс. Готовит ловушку. Ну как совсем по-детски, конечно, получается. Так, оп, перешагивает. А веревку он не хочет собрать отсюда? This should... Я думаю, веревка всегда пригодится. Так, здесь подпереть можно, да? Если какой-то предмет требуется. Так, у нас люстра есть. Ну-ка привязать веревку. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. Так, и кувалда. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Значит, они тут были, воры, пытались взломать сейф молотком. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. То есть это такая ловушка. Интересно, мы сейчас сможем посмотреть, что он там напридумывал. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Какая хитрость. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Так, это что такое? This should be you. Бусы. Так, а почему воры их не взяли, эти бусы? Очень странно. Ну-ка здесь посмотреть. Не буду бежать здесь. Ну, наверное, по классике. Какой-нибудь Том и Джерри, да? One step on these beads, and our Как, thief will или go может быть один flying. дома. I should walk carefully here, Ну else как-то my вот это plan уже will be ruined. совсем не в стиле Шерлока Холмса получается. Хотя я не знаю. Я там особо всех книжек не читал. Вы, если знатоки, напишите. Делали так когда-нибудь Шерлок Холмс? Мне кажется, что это не в его стиле. Так, The door is now дверь заблокирована. Это что такое? This should be useful. Ковер. А это я знаю, зачем нужно. Нам вот здесь люк прикрыть ковром. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Так, смотрите-ка. Один, значит, бежит наверх, подскальзывается, Any падает. thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Какой хитрый Шерлок Холмс. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps.
I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Так, вот сейф, и мы открываем его ключом. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Так, у нас сейчас есть мысль. Интересно, мы можем все еще как-нибудь изменить? На нашего ну-ка. Ну да, мы все еще можем. То есть мы уже поймали бандитов, да? Но можем еще этого осудить. То есть мы уже все раскрыли, но можно осудить того паренька. Ладно, сделаем как положено. Месть Фолли. Чарльз Фолли организовал кражу сокровищ эллинизма, из-за которых произошло двойное убийство на Халф-Мун-стрит. Лейтон Чапман стал свидетелем преступления. Так, получит тюремный срок за кражу, однако он не виновен в убийстве. Но почему он жил виновен? Это же он убил. Организовал, воплотил хитрые планы мести, заслуживает виселицы. Но мы жестокий или нет? Или добрый? Ну, какой-то подозрительный мужик, давайте. Моральный выбор. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law.
The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many, merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Ну, смотрите, выбор нам дают. Порох и ведро. Ну, самому взрываться как не очень хочется, поэтому за свободу, за равенство и братство. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Все, мы закончили вот это преступление, потому что
осудили. Фоли. Ну, видите, зелененькая, значит, правильно мы это сделали. Но мы это знали, что это будет правильно, потому что все улики сошлись. А иногда бывает так, что, ну, в предыдущих преступлениях, что там неявно, кто на самом деле преступник. Такого прям явного вывода нету. И можно осудить невиновного. И в итоге мы должны были в предыдущих делах по уликам смотреть, кто действительно виноват. Так, ну, примем версию, и мы еще разобрались с бандами. Все, мы закончили. Так, статистика есть у нас? Ну, банально, короче. Моральный выбор. Так же решили, как я. А те другие, наверное, которые 4%, просто посмотрели альтернативную концовку. В общем, такая игрушка, там всего 6 дел. Ну, где-то, не знаю, 2 часа, наверное, на дело идет. Может, меньше. Как по мне, так очень такой удачный формат. Небольшая в итоге получается такая игрушка, визуальная новелла, что ли. Такая смесь игры в стиле Telltale и головоломки. По-моему, намного лучше, чем некоторые другие квесты, так называемые. Потому что вот старые квесты такие пиксельные, которые считаются хорошими, например, Остров обезьян, там, про Гайберштрипт или Full Throttle, там были такие моменты, где просто, ну, ты просто запираешься. Там надо искать мышкой, там все прокликивать, чтобы пройти, посмотреть. А потом из инвентаря все предметы там куда-то использовать на какой-то элемент. И это, мягко говоря, прям местами вообще совсем нелогично. А Шерлок Холмс, он такой логичный, такой там все последовательно делается. Если что не так, то идет подсказка где-нибудь в дневнике. Ну, в общем, довольно так приятно решается, все делается. Ну, и правда, дела довольно простенькие, хотелось бы немножко посложнее. Ну, и некоторые головоломки такие, местами замудные, сложные. Пишите, что вы всем этом думаете. И вообще, играли вы в игры от Frogwares, таких квестов? Ждете ли вы нового Шерлока Холмса? Ну и все, на этом давайте закончим. Всем пока.